Слава Украине, приветствую от Полонского. Хочешь не хочешь, приходится еще раз возвращаться к Сумам и вот к трагедиям, которые до этого произошли, прежде всего Кривой Рог. Хотя давайте вспомним, такая же трагедия была в Кременчуге, куда, помните, по торговому центру прилетела ракета, за Мариуполь даже не буду говорить, за детский театр и так далее. Да? То есть таких трагедий у нас уже было и Буча, и Ирпень. Было-перебыло уже и много. Уф, конечно, это тяжелый такой момент, но ну что поделаешь, друзья мои. Надо прежде всего подумать, каким образом пытаться избежать вот подобных вещей. Избежать их можно, ну как, можно и нужно следующим образом. Минимизировать такие вещи. Первое – это отработка в стиле Моссада, я думаю, все понимают, о чем идет речь, той публики, которая вот этим вот занимается. Тем паче, что я так понимаю, что их координаты известны, этих военных преступников. И вот посмотрите, я сейчас просто дам пример Израиля. Израиль очень много в чем не является примером. Но если вы возьмете сейчас, вот помните вот этих вот бандитов, которые везли вот эту девочку, Шани Лук, по-моему, ее звали, убитую на фестивале, и там человек 10 бандитов было вокруг нее, сидели там, гоготали, кривляли морды, когда везли, значит, то, что от нее осталось через газу. И есть фотографии этого всего дела. Ну и вот сколько из них, как говорится, сегодня могут еще гримасы корчить? Ни один. Ни один. Да, вот что, собственно говоря, имеется в виду. То есть должна быть не какая-то вот ответственность, знаете, общая. Вот многие пишут, давайте шандарахнем по Москве, сейчас все снесем Москву. Ну, друзья мои, не, оно, конечно, можно, но давайте все-таки возьмем так, вот, между нами говоря, как говорится, сколько ракет есть у нас, а сколько у них? Но если мы будем действовать тупым образом, вот как люди предлагают, мы сейчас, ну, у нас есть, там, не знаю, 2 десятка, 3 десятка, пускай 50 Нептунов, да, я не знаю сколько. Но где-то в таких размерах, наверное, есть. Вот. Ну, шандарахнем по Москве, 2-3 Нептуна долетит. Они в ответ по Киеву запустят 800 ракет или 500. Угу. И будут иметь основания на это. Поэтому, ну, глупости не надо предлагать. Вот, то есть, как вам сказать, не надо пытаться победить противника таким же образом, где у него гораздо больше, есть гигантское преимущество. Да, вот в ракетах, например. Ну, вот. У них ракет, ну, намного, у нас есть уже эти ракеты, да, но у нас их не столько, сколько их есть там. С беспилотниками абсолютно другая картина. Ракет у нас не столько. И еще раз говорю, особенно баллистика их, которая, ну, нам особо нечем сейчас сбивать. Вот. Поэтому, ну, вот такие вещи предлагать не надо, это явная глупость, да. Вот. Соответственно, нужно работать таким образом, чтобы не нанести больше ущерб самим себе. Это понятно? Вот. А тут, значит, для этого есть ГУР, для этого есть тысяча других способов, как достать военных преступников, которые занимаются уничтожением нашего гражданского населения в Кременчуге, в Кривом Роге, в Сумах. Так в Киеве вот по Ахмадету прилетело. Вот, вот такие вещи. За Одессу, там, за Херсон и так далее. То есть, ведь все это можно отработать и, как говорится, скажем так, если нас меньше, если у нас меньше ракет, то ну, у нас же есть другие способы, как говорится, ответить на агрессию. Но не надо быть дураками и а, не надо пытаться из рогатки подбить танк. Из рогатки можно подсилать и в танкиста, и очень удачно. Я думаю, я понятен, да? Вот, это первый момент. Второй момент, это следующий. Это внутренние вражины, которые начинают, ну вот я имею в виду безумную точнее. У человека абсолютно нет мозгов, абсолютно. Это абсолютно оторванное существо, которое ляпает языком то, что надо, то, что не надо. Я не знаю, понимаете, она начала писать о том, что там было построение какое-то и так далее, и так далее. Естественно, это тут же на щит подняла российская пропаганда. Какая разница? Было там построение, не было там построения. Удар был нанесен по гражданским.
по центру города, Мирного. Люди шли в церковь, люди ехали на троллейбусе. Вот в этом троллейбусе как раз вот она, может, имела в виду построение в троллейбусе, потому что больше всего жертв, больше всего погибших как раз в этом троллейбусе. Он был довольно сильно там упакован людьми. И по нему как раз и прилетело. Вот. Но было там построение или не было построения, пускай СБУ разбирается с теми, если оно было, пускай разбирается с теми, кто его проводил и в каком месте и так далее. Есть факт военного преступления. Удар по гражданским, удар по центру мирного города Сумы. Точно такой же, как по детской площадке. Им показалось, что фантастические генералы НАТО были в кафе. Видео показало, что там никого не было. Там есть куча камер, которые снимают в этом. Это кафе оказалось оборудовано камерами, еще есть полдесятка камер. Снято стой, со всех сторон снято. Там кроме персонала еще пара посетителей, конечно же, все гражданские, никого не было. Зато рядом детская площадка, вот по ним и пришлось. Это номер 2, тоже такая же ситуация. Какое-то фантастическое построение хз знает где, но оно якобы оправдывает то, что был нанесен удар по центру города, напичканному гражданскими людьми. Посмотрите, там вокруг автомобили, люди пропали в автомобилях, сгорели заживо, были разорваны на куски. Там. Посмотрите, просто там нет ни одной военной машины. Там все гражданские. Какое построение? Тут стоит вопрос в другом. До каких пор у нас будут ляпать языками некоторые, у которых... Я пытаюсь сейчас себя сдержать и как бы не говорить не ругаться. Вот. Некоторые, у которых словесный понос, и у которых недержание языковое или там словесное недержание. Вот. Но в конце концов, такие люди не должны быть ни в Раде, ни в правительстве и так далее. Вот. Помните этого Арестовича, который заявил, что мы сбили ракету Х-22, которая попала по Днепру, да? Он ляпнул, что мы ее сбили. Как мы могли сбить ракету Х-22? У нас не было Патриотов на тот момент. Чем ее нахрен вообще можно сбить? На тот момент. У нас это сверхзвуковая ракета. У нас нечем было ее сбивать в тот момент. Даже если мы сильно захотели ее сбить, нечем. Это ракета Х-22. Он говорит, мы ее сбили. Правда, после этого сразу сбежал. Вот. Но это кобыла номер 2. Мы, говорит, устроили построение. Так что, прилетело. Вот же прилетело. Я вам честно скажу, войну, вот я не оправдываю методов Сталина ни в коем случае, но, честно говоря, вот за этот длинный язык в тот момент, в 41-м, 42-м, да, расстреляли бы, вот просто тупо расстреляли бы. Это называется, во-первых, это работа на врага, а б, это разгон паники со всеми вытекающими отсюда последствиями. Никакой мандат народного депутата здесь помогать не должен. Должны наступать очень печальные последствия юридического плана, конечно же, а никого, ни другого. Вот так вот, ребята. То есть надо делать выводы, надо становиться взрослыми. Все понятно, мы имеем дело с жестоким врагом. Наши партнеры, бывшие, я имею в виду Соединенные Штаты Америки, особенно роль Виткофа, да, еще раз говорю, вот это, как он увидел Путина. Ой, какой же ты хороший. И Трамп, да, я верю, что Путин хочет, чтобы был мир, я верю ему, я ж тоже верю, вы же посмотрите. Кривой Рог, Сумы, не дадут соврать абсолютно, он хочет мира. Это даже вопросов нет. Вот, но вот этот Витков, это знаете, вот с этим этим движением, это, знаете, это напоминает полностью Чемберлена, когда он принес вот эту бумаженцу от Гитлера, да, когда они там сдали Чехословакию, вот это все. Я, говорит, принес вам мир, я привез вам мир, да. И сразу после этого Германия напала, да. И вот этот Витков, конечно, который просто один в один эти все жесты повторяет, это жуть, конечно, да. Просто история проходит сколько времени, но история никому, как мы видим, ничему не учит. Трусы, тюфяки, мерзавцы остаются трусами, тюфяками
и мерзавцами, будь они хоть из США, хоть из, вот как во Второй мировой войне, этот Чемберлен и так далее, и так далее. То есть ни хрена, честно говоря, не меняется. Вот, это говорит о чем? Это говорит о том, что кроме того, что надо взрослеть, надо, конечно же, возвращать себе то, что у нас было украдено этими негодяями по Будапештскому меморандуму. Вот, собственно говоря, и все выводы.